У руководства крупных белорусских предприятий появился повод для серьезного беспокойства. Его причина – возможные забастовки, которые чиновники пытаются предотвратить единственным знакомым им методом – написанием новых бумажек приказов с угрозами рабочим. Так, в распоряжение канала Белорусского объединения рабочих попал приказ руководства Минского тракторного завода, в котором содержатся указания для начальников в цехах постоянно контролировать, все ли сотрудники находятся на своих местах. Очевидно, что страйков слуги режима боятся сильнее всего, даже больше якобы неработающих санкций, а также гнева верховного главнокомандующего, который может в один момент превратить своих вчерашних последователей в обычных заключенных, которых в Беларуси десятки тысяч. А поводом для такой паники, судя по всему, стало объявление Белорусского объединения рабочих о предзабастовочном состоянии в стране. Лидер движения Сергей Делевский заявил о том, что режим совершил множество непростительных ошибок и продолжает их совершать. В частности, диктатор разругался со всеми странами-соседками и обманным путем использует мигрантов из стран Азии как инструмент гибридной войны. При этом снаряды летят и в простых белорусов, поскольку из-за наплыва иностранцев, которые даже не сдают тесты на коронавирус, когда приезжают в нашу страну, ситуация с пандемией в Беларуси обстоит намного хуже, чем в других государствах. Вместе с тем предприятия утопают в долгах, а малый и средний бизнес и IT-индустрия вымирают как класс. В этой связи рабочие выдвинули 10 требований к режиму, включающих начало переговоров с демократическими силами, реализацию права на деятельность независимых профсоюзов, а также приведение зарплат, пенсий и стипендий в соответствии с реальной экономической ситуации в стране. Если эти требования не будут выполнены в кратчайшие сроки, рабочие намерены остаться дома. Национальный статистический комитет Беларуси обнародовал данные выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни. Согласно статистике, опубликованной на официальном сайте комитета, в третьем квартале этого года белорусы большую часть своего бюджета тратили на потребительские нужды. Это 72%. В частности, на питание приходится 41%, на приобретение непродовольственных товаров 33%, а на оплату услуг 23,5%. Исходя из статистики, получается, что за чертой бедности в период с апреля по июнь в нашей стране было более 100 тысяч семей, а лидером в этом антирейтинге стала Могилевская область. И судя по тому, как Белстат любит рисовать статистику в пользу нелегитимной власти, в реальности эти цифры могут оказаться куда страшнее. С нового учебного года в белорусских школах вводят факультатив под невероятно информативным названием «Будущее начинается сегодня». Его цель – формирование основ культуры прав человека. На самом деле страшно представить, кто в современной Беларуси будет преподавать этот факультатив. Может быть, ОМОНовцы или продажные судьи, или о ценности прав человека детям расскажут учителя, которые участвовали в фальсификации выборов. В рамках курса школьников хотят научить развитию навыков коммуникации и сотрудничества. Вероятно, на тот случай, если ребенка вызовут на допрос КГБ, чтобы они не вздумали вспоминать о своих конституционных правах, а моментально подписывали все бумаги и сдавали всех инакомыслящих. Факультатив рассчитан на учеников 4-8 классов, его общая продолжительность 3 года. Вишенка на торте, он не обязателен для посещения. Не обязателен, как и сами права человека в диктаторской стране, где иногда не до законов. Напомним, что это далеко не единственное нововведение, которое ожидает учеников в новом учебном году. В школах появится должность военруков, которые будут заряжать юные умы провластным патриотизмом. Кроме того, в некоторых учебных заведениях, особенно сталкивающихся с нехваткой преподавательского состава, учителей могут заменить православные ябатюшки. После того, как этим летом Беларусь-Кали и табачная фабрика Неман попали под американские санкции, режим попытался найти выход из ситуации и начал заряжать контрабандным табаком вагоны с удобрениями, которые пока еще могут пересекать границу с Литвой. Таможенная служба соседней страны постоянно находит десятки тысяч пачек белорусских сигарет, незаконно провозимых по железной дороге. И кажется, это начало бесславного конца нелегального бизнеса Лукашенко, на котором он зарабатывал колоссальные суммы, ведь процент успешно провезенной контрабанды постоянно снижается благодаря бдительности таможенников. Так, на днях в Литве из фур с помидорами и яблочным вареньем извлекли партию сигарет на сумму более $1 миллиона. Не везет режиму и в других направлениях. Паленый табак ловят даже в лояльной к младшему диктатору России. А в Украине фуры с досками из Беларуси непременно вызывают повышенное внимание таможни, поскольку именно они чаще всего оказываются заряжены незаконно провозимым грузом. Такая ситуация произошла на днях в пункте пропуска в Иступовичи, где среди задекларированного товара нашлись 192 ящика контрабандного табака. Глядя на такой размах незаконного бизнеса, становится понятно, что прибыль от него была чуть ли не главной статьей пополнения кубышки диктатора в условиях полной международной изоляции. Что ж, теперь нелегитимному понадобится неплохой заряд бодрости и энергии, чтобы объяснить своим верным красавцам, почему на них закончились деньги.
Сотни человек пришли сегодня на стадион «Динамо» в Минске, чтобы попрощаться с легендарным белорусским футболистом Юрием Пудышевым. Спортсмен скончался на 68-м году жизни, точной причины смерти пока не называется. Важно отметить, что в спорте Пудышев пробыл более 40 лет. Сначала играл за команду московского «Динамо», в составе которого стал чемпионом СССР. Позже провел по одному матчу за главную и олимпийскую сборные Советского Союза. В Беларуси он работал старшим тренером БАТЭ, МТЗ «Рипо» и в брестском «Динамо». Пудышев также тренировал молодежную сборную нашей страны и юношескую команду БАТЭ, а во время суверенного белорусского футбола прославился тем, что стал самым возрастным игроком, который когда-либо выходил на поле в официальных матчах. Сначала он сыграл за МТЗ «Рипо» в 53 года, а в 2010-м, уже в 56 лет, вышел на поле на 90-й минуте в составе брестского «Динамо». Близкие коллеги спортсмена считают его первым весельчаком белорусского футбола. Он давал своим футболистам смешные прозвища, коллег учил, как с помощью бани восстановиться после Нового года. Юрий Пудышев – человек, который внес огромный вклад в развитие белорусского футбола, одновременно талантливый и остроумный. Таким его и запомнят белорусы. Друзья, в четверг в 20:00 на нашем втором канале Маланка Лайв не пропустите ток-шоу «Народ спросит», которое проведут мои коллеги Екатерина Иерусалимская и Андрей Микрюков. Обсудим, зачем режим продолжает тянуть убыточные предприятия и как Украина может повлиять на падение режима в нашей стране. Задавайте интересующие вас вопросы в комментариях под этим видео, либо присылайте их нам в чат-бот, адрес которого вы сейчас видите на своем экране. Хорошего всем вечера и живи Беларусь!